Обита Учиха. Очень способный ниндзя из клана Учиха. Но насколько он силен в гензюцу? К сожалению, моментов его гензюцу не так уж и много, как хотелось бы. Но если постараться, то можно разобраться и понять его уровень владения данным аспектом. Обита является одним из лучших пользователей этого додзюцу. Всегда пользовался им грамотно, да так, что почти не подкопаться. Какие возможности дает Шаринган по дефолту всем учихам, я надеюсь, большинство из вас знает. Если вкратце, то это типа так называемые два набора. Око прозрения, досэцуган в оригинальном названии, и око гипноза, сайминган по-японски. Мы тут собрались за гензюцу, это значит око гипноза. Сам глаз, напомню, активируется менее чем за 100-ю долю секунды. Ну, короче, быстро. Цукиёми. Это типа супермощное гензюцу, и на нем базируются все остальные гензюцу Шарингана. Вариаций использования такого гензюцу существует масса. Паралич, передача воспоминаний, наведение ложных мыслей, перепись старых воспоминаний, принудительное извлечение информации, снятие других гензюцу и даже полный контроль разума с последующим контролем тела. С вариативностью гензюцу трехтомойного Шарингана мы разобрались. Перейдем к тому, что открывает нам Мангёку Шаринган, которым как раз таки и обладает Обита Учиха. Начнем с того, что Мангёку Шаринган поднимает прозрение и гипноз на иной, новый уровень, повышая все прошлые показатели и статы многократно. Как же это будет отражаться на гензюцу? Гензюцу Мангёку Шарингана увеличивает продолжительность техники, а также все аспекты ее силы. Контроль разума и тела мощнее, паралич дальше и мощнее, ну и так далее. Также при Мангёку Шарингане ввести в гензюцу можно значительно быстрее. Оно и так быстро работает, а с Мангёку еще быстрее. С Шаринганом разобрались. А теперь давайте посмотрим, чего же смог добиться Обита с помощью своего гензюцу. Обита контролировал чувака из военной полиции Яшира Учиха своим гензюцу, чтобы спровоцировать восстание с его помощью, хотя тот был крайне сильным. Даже среди полиции он был правой рукой Фугаку, а также был носителем Шарингана, но и это его не спасло. Затем он кинул в гензюцу Конан, с помощью чего узнал, где находится тело Нагата, а после этого спокойно забрал Риниган. А следующая довольно серьезная ачивка для Обита — это продержать двух сильнейших Анбу несколько суток в своем гензюцу. Это если чете самые крутые ученики Данза. А я, кстати, возлагал на них большие надежды. Они реально были преподнесены круто. Но как великий девятихвостый демон был преподнесен. Но Обита в свои 14 лет держал его под полным контролем, как будто домашнего питомца. Вы, наверное, думаете, что такое сможет любой обладатель трехтомойного Шарингана. Но нет, это сложно, так как никто после Мадары, кроме Обита, не мог себе позволить такой силы гензюцу до 43-го тома манги Наруто, как минимум. Были живы и другие учиха, да тот же Итачи и Саски, но они все равно не могли себе такого позволить, а Обита делал это в 14. Ну а держать идеального Джинчурики Ягуру в гензюцу несколько лет — это очень мощно, потому что, со слов Киллера Би, идеальному Джинчурики, коим являлся Ягура, не страшны никакие гензюцу, так как Биджу внутри просто выведет Джинчурики из него, но с Ягуры почему-то такое не прокатило. Ошибка авторов, или Ягура не такой уж идеальный Джинчурики, но тогда почему он стоял на посту Мизукаги? Если вы до сих пор не поняли силу гензюцу Обита, то как вам такой факт? Силу Кото Мацуками Шису Учиха сравнивали с его гензюцу. Прошу заметить, не наоборот. Причем делали это крайне компетентные в данном вопросе люди, которые наблюдали силу Шисуи и силу Обита. Этими людьми были Ао и Мэй Теруми, которая была, кстати, уважаемой и довольно умной Мизукаги. А каков охват его гензюцу? Такой вопрос. Масштабность его гензюцу поражает не меньше, чем его сила. Он мог одновременно кидать в гензюцу целый сопроводительный отряд даймё страны огня из 11 человек, как минимум, хотя кинул лишь 9, так как хотел пробудить Шарингану Итачи. Он контролировал 6 джинчурики, что отнимало неизмеримые объемы чакры, а подобное подвластно лишь единицам. Ну и в заключении Муген Цукиёми. Да, ее можно приписать к Обита, потому что эта техника в принципе в потенциале имеется у Обита, когда он находится в фазе Джинчурики Десятихвостого. А Рин Шаринган
Шаринган для этого иметь лично у себя не обязательно. Обита планировал активировать Муген Цукиёми через Шинджу, божественный цветок, но он не справился лишь потому, что пожадничал чакры для Шинджу. Вместо того, чтобы отдать часть своей чакры, будучи Джинчури Киджуби, он предпочел собирать ее с рандомных шиноби, из-за чего и слил чисто по времени. Я думаю, что Обита можно считать одним из сильнейших пользователей гензюцу за счет всех его достижений, которые он продемонстрировал при использовании гензюцу. А факт того, что он может кастануть Муген Цукиёми, добавляет ему еще больше крутости в этом аспекте. С вами был Ганзи, еще услышимся.